Здравствуйте, дорогие друзья! Я Юрий Петрош, и сегодняшний выпуск будет посвящен подготовке к сезону ловли щуки. Итак, начнем. Спиннинг для ловли щуки я всегда рекомендую выбирать мощный. Как правило, это длина от 2.10 до 2.60. Самый популярный тест, на мой взгляд, это удилища с тестом 7.28 и 10.35. Такой большой тест обусловлен тем, что щука держится, как правило, в крепких местах, то есть это наличие либо заваленных деревьев, кувшинки, трава, то есть те места, с которых вываживание щуки приходится форсировать. Катушка для ловли щуки должна быть соответствующая. По классификации дайва это катушки размером 2,5-3 тысячи, по классификации шамана это катушки размером 4000. Шнур для ловли щуки тоже должен быть максимально мощный. И, на мой взгляд, это шнур должен быть с разрывной нагрузкой не менее 7 кг. Как правило, это 7, 8, 10, 12 кг. Потому что, опять же, быстро доставая щуку, которая ведет себя очень энергично, снасть должна быть с дополнительным запасом прочности. Итак, вот-вот с дня на день температура воздуха будет становиться ниже, а активность хищника будет становиться выше. Конечно же, очень приятно и интересно ловить щуку с бровок, когда упала трава и весь хищник скатился в русло. Но до этого момента еще пройдет немало времени. Как правило, в зависимости от региона, это вторая половина октября. Сегодня я хотел бы рассказать, в первую очередь для новичков, каким образом ловить щуку до этого момента. В начале осени щука, как и летом, держится в кувшинке, в траве. Как правило, это те места, где неудобно сделать проводку. И сегодня я хотел бы рассказать о том, каким образом беспрепятственно, даже неопытному рыболову, можно ловить щуку и получать удовольствие. Классическая и привычная ловля щуки на силикон – это, как правило, ловля с помощью джиголовки, двойника, либо тройника. Но в таких крепких местах буквально с первой проводки наши крючки будут цепляться, и проводка качественно не получится. Что же делать в этом случае? Я думаю, никого не удивлю, если скажу о том, что в подобных условиях нужно ловить с помощью офсетного крючка. Но каким образом оснащаю именно я хотел бы сейчас вам продемонстрировать. Как правило, в начале осени в большинстве водоемов вода не имеет достаточную прозрачность, поэтому наличие металлического поводка не будет вам помехой. Поводки, которые использую я, как правило, проверены временем, имеют низкую цену и достаточно высокую эффективность. Речь пойдет о поводках, это струна, скрутка. Особенность данного поводка – это то, что та часть, за которую мы привязываем, не имеет заусенец. То есть она покрыта, вот здесь я не знаю каким раствором, но я когда их делал сам, это была эпоксидная смола. Таким образом шнур никогда не цепляется здесь за скрутку, не рвется, ну и имеет достаточно высокую проходимость по траве. Вторая сторона – это классическая скрутка, которая таким нехитрым движением приходит в рабочее положение. Мы одеваем приманку и обратно скручиваем. Что же особенное я хотел показать. Итак, мы взяли поводок, его раскрутили и берем уже всем известную груз-пулю. Затем одеваем его тоненьким носиком навстречу поводку. И заводим на основную его часть. Вот у нас груз на поводке. Затем мы берем офсетный крючок. Офсетный крючок одеваем на поводок и закручиваем скрутку. Таким образом мы получаем вот такой монтаж, который не имеет слабого звена и никаких зацепов. Такой монтаж может пройти сквозь любые преграды. Сейчас давайте оденем приманку и посмотрим, как выглядит снасть в целом. Для этого мы берем крупный виброхвост. Предварительно я одел крючок подходящего размера. Значит, заводим в головку крючок. Выводим и заводим
Жало в данном случае нужно обязательно прятать, не нужно переживать, что рыба не засечется, потому что здесь достаточно крупный офсетный крючок, и при поклевке эта приманка будет полностью в пасти, и вы успеете просечь. А спрятанное жало позволит вам проходить абсолютно в любых условиях. То есть здесь ничего не цепляется, слабых мест нет, таких как имеют разборные ушастые грузики. И такую снасть вы можете забрасывать в деревья, на землю, в камыши, куда угодно. Она везде пройдет и везде будет чувствовать себя очень комфортно. Также прелесть данной снасти в том, что если вы хотите поменять приманку, вам не обязательно менять грузило, а достаточно просто вот раскрутить скрутку и поменять не полностью оснастку, а просто поменять крючок. Таким образом, вам нужно иметь в несколько раз меньше свинца, то есть вы можете иметь 3-4 веса пули, как правило, больше 12 грамм в подобных условиях не используется, и несколько размеров офсетных крючков. Один из любимых моих способов ловли – это ловля щуки на неотгруженные приманки. В ближайшее время, я думаю, я сниму видео с рыбалки, как это все происходит. А сейчас хотел бы рассказать, как это будет происходить. Итак, мы снимаем отсюда силикон, убираем нашу пулю. И сейчас просто одеваем без отгрузки нашу приманку. Закручиваем. И вот в таком виде приманка отправляется в воду. Ловля на неотгруженный силикон предполагает сама по себе приманки крупного размера, потому что у них должен быть собственный вес, благодаря которому приманка будет хорошо лететь. В данной модели очень хорошо сделана геометрия. Здесь, скажем так, очень много материала в голове и очень тяжелая голова. И благодаря этому приманка очень хорошо летит. Ну а подвижный хвостик очень хорошо привлекает щуку с большого расстояния. Ловля на неотгруженный силикон предполагает ловлю по самому верху. Это равномерная проводка без остановки, со скоростью чуть быстрее обычной. И вот размашистая работа хвоста таким образом создает на поверхности много шума, бульбы идут, и вот хищника очень часто, в особенности щуку, это тоже привлекает. И хищник поднимается наверх, очень азартно берет приманку, все происходит у вас на глазах. Подобная ловля очень красивая, очень азартная, ну а самое главное, очень эффективная. Немного хотел сказать о офсетных крючках. При данной ловле я использую максимальный размер, который позволяет приманка. И использую из самой толстой проволоки. Если взять офсетные крючки торговой марки Fanatic, торговая марка Fanatic имеет две серии крючков. Это 3312, это те, которые имеют более толстую проволоку, они прекрасно подойдут для ловли щуки. И 3315. Вот 3315, здесь более тонкая проволока, она подойдет для ловли скорее судака. Потому что в данной ловле, при ловле судака, очень часто много зацепов, и тонкий офсет, он разгибается на зацепах, но не разгибается на рыбе. В случае с щукой тонкий крючок не нужен, мы ловим в крепких местах, мы форсируем вываживание, поэтому для ловли щуки только серия 3312. Если же вы будете ловить в тех местах, где вода достаточно прозрачная и щука осторожничает по поводу поводка, можно также использовать подобный монтаж с флюорокарбоном. Для этого вам понадобится флюорокарбон не тоньше диаметра 0,37 мм. Вот, и можно увеличиваться до диаметра 0,7. Чем толще флюорокарбон, тем больше шансов, что щука его не срежет. Готовый монтаж с флюорокарбоном выглядит следующим образом. Мы привязываем флюорокарбон где-то сантиметров 50. Одеваем обязательно на него стопорок. Потом мы одеваем пулю и вяжем крючок напрямую. В данном случае и в первом, и во втором мы избегаем слабых звеньев, такие как есть на разборных ушастых грузилах, избегаем застежки. Застежка, как бы нам не хотелось, это слабое звено, и еще оно собирает
всякий мусор. Поэтому здесь все идет напрямую. В первом случае напрямую идет к скрутке, здесь вяжется узел. Стопорок нужен для того, чтобы пуля не гуляла по всей снасти во время заброса, и таким образом приманка выглядела компактно. Кстати, в случае с металлическим поводком, верх металлического поводка не дает возможности грузилу подниматься выше, но если вы вот хотите его закрепить намертво, здесь можно использовать зубочистку, вставить в грузик, обломать, и таким образом оно не будет у вас уже двигаться. Итак, давайте подытожим. Есть такое понятие: рыбу несложно ловить, рыбу сложно искать. Такая рыба, как щука, всегда держится либо в траве, либо в кувшинке, либо в камыше. Многие рыболовы часто стараются бросить как можно ближе к камышу, как можно ближе к кувшинке, надеясь на то, что щука успеет выскочить из укрытия. Монтаж, который я вам сегодня предложил, позволяет вам бросать прямо в камыш, прямо в кувшинку, прямо в траву, в небольшие прогалины. И делая обычную равномерную проводку, вы всегда сможете выманить щуку даже с самого укромного места. Надеюсь, мои советы вам пригодятся, ваши уловы увеличатся. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи на водоеме. Рыбалка с Юрием Петрашем.